Привет, парни и девчонки, с вами снова Минимакс, и сегодня я расскажу вам все, что знаю про 3D-печать. Правда, опыта у меня пока еще в этой сфере с гулькин нос, но за месяц бесперебойной работы моего маленького 3D-друга я кое-что осознал. Поэтому в этом видео вас ждет обзор одного из лучших домашних 3D-принтеров и напечатанных на нем ДНД-миниатюр из 4 типов высококачественной полимерной смолы, а также их сравнение по детализации и прочности. А еще советы по подготовке к 3D-печати, по поиску подходящих 3D-моделей и новый гайд по быстрой починке сломанных миник. Плюс выводы о целесообразности использования 3D-принтера в домашних условиях. Ну и в конце вас ждет маленький сюрприз. Ну что, вы готовы? Тогда поехали! Студия Minimaks представляет 3D-печать ДНД-миниатюр. Детализация, прочность, цена. Ну а мы продолжаем. Не переключайтесь. Итак, начнем с моего маленького 3D-друга. Прошу любить и жаловать Frozen Sonic Mini 4K, Made in Taiwan. Это чудо техники мне посоветовал Егор из Tesseract Prints. Кстати, в его группе ВКонтакте можно приобрести отличные миниатюры, ссылочка в описании. Работает принтер по принципу послойной полимеризации смолы. Разрешение по осям XY 35 микрон, рабочий объем печати 135 на 75 на 130 мм. Сборка принтера качественная, в комплекте есть все необходимое. Сенсорная панель управления с диагональю 2,8 дюйма, в которой легко разберется даже школьник. Для переноса подготовленных в печати 3D-моделей используется обычная флешка, порт для которой находится слева. Вместе с принтером вы получаете слайсер Chitubox. Это программа для подготовки 3D-моделей к печати. Довольно простая и удобная. Еще перед печатью важно откалибровать платформу. Гайды о том, как это сделать с помощью обычного листка бумаги, легко найти в YouTube. Из плюсов компактность, принтер прост в обращении, ну и выдает отличную печать. Но об этом чуть позже. Минусы. Вентиляторы довольно шумные, а крышка закрывает печатное пространство очень условно, что слабо спасает от запахов и возможных испарений смолы. Выводы: необходимо хорошее проветривание, а лучше отдельное рабочее пространство. Также важно понимать, что помимо самого принтера и смолы вам понадобятся дополнительные устройства и расходники, а именно ультрафиолетовая камера, бесперебойник, на случай отключения электричества, иначе после 6 часов печати вас может ждать вот такой результат. Наличие довольно мощного компьютера с достаточным пространством на жестком диске и хорошая флешка, а также изопропиловый спирт, его можно купить, например, на Озоне, и много чего еще по мелочи. Что за ультрафиолетовая камера, спросите вы? Она рекомендована для дополнительного отверждения напечатанных 3D-моделей, и ее стоимость близка к стоимости самого принтера. Штука полезная, но в моем случае я решил сделать ее вручную. Для этого мне сгодились коробка, фольгированная клейкая лента из строймагазина, разная канцелярия и сама ультрафиолетовая лампа, которую можно взять на Алике или на том же Озоне. Важно! Ультрафиолетовый свет должен быть с длиной волны 400-405 нанометров. Разбираем коробку и обклеиваем все внутреннее пространство фольгированной лентой. Затем склеиваем коробку обратно так, чтобы одна из ее боковых граней свободно открывалась а-ля дверца. И прорезаем прямоугольное отверстие верхней грани по размеру чуть меньшему, чем периметр лампы. Для того, чтобы зафиксировать лампу, я подобрал подходящую ненужную крышку от контейнера и вырезал в ней отверстие, равное периметру лампы, чтобы она плотно в него входила. Фиксируем крышку клеем-пистолетом и готово. Лампа сидит плотно, а свет идет в единственно нужном направлении. Также для дополнительного удобства и безопасности я зафиксировал нижнюю часть открытого пространства уголками и приклеил к ней и к нашей дверце магнитики. А еще организовал дополнительную защиту на боковых ребрах, чтобы избежать нежелательного ультрафиолетового облучения. Камера готова, идем дальше. Теперь, когда все необходимое имеется, переходим к самой печати.
Хотя погодите, а как же 3D-модели? Где их-то взять? Ну, вероятно, в интернете, на сайтах или патреонах 3D-дизайнеров, либо попробовать создать самостоятельно в специальных программах. Я же сам создавать не умею, поэтому посоветую вам пространство My Mini Factory или MMF, объединяющее большое количество талантливых людей и 3D-мастерских. Именно здесь я нашел своего 3D-маэстро Мануэля Боря, стал его патроном и приобрел несколько отличных моделей со скидкой. Кстати, скидки на MMF – дело частое. Например, в августе было минус 50% на все. А сейчас только на отдельные миньки в честь Хэллоуина. С учетом скидки, модель одной миниатюры того же Мануэля вам обойдется в $2. Ну, причем это разовый расход. Печатать купленную модель можно в неограниченных количествах. Правда, делиться файлами не разрешается. А официально продавать модели можно только имея бизнес-лицензию от конкретной 3D-мастерской. Купленная модель сразу же готова к скачиванию, файл в формате STL легко открывается в читубоксе. Если печатное пространство позволяет, на нем свободно размещаются сразу несколько моделей. Причем можно легко менять их расположение и размеры, копировать или удалять ненужное. Также важно предварительно выставить марку вашего принтера, тип смолы и характеристики для печати. Заходим в настройки. В нашем случае принтер Frozen Sonic Mini 4K, смола Aqua Grey 4K, высота слоя 35 микрон, это минимальная для этого принтера. Остальные показатели тоже оптимально подходят. Также можно выставить стоимость смолы на данный момент порядка 5500 рублей за килограмм. Нажимаем «Нарезать» и видим данные об объеме, стоимости и продолжительности печати. Сохраняем этот проект на флешку, подключаем ее к принтеру, заливаем смолу в ванночку, накрываем крышкой и в путь. В начале и конце печати аппарат издает пронзительные звуки. Еще очень рекомендую предварительно обезжирить печатную поверхность спиртом. После печати эта поверхность легко снимается, с нее удаляются напечатанные модели при помощи шпателя. Затем она снова обезжиривается, возвращается на место и вуаля! Принтер готов ко второму заходу. Следующий этап заключительный. Промывка, удаление поддержек и сушка в ультрафиолетовой камере. Процесс промывки напрямую зависит от типа смолы. Смолы Aqua 4K промываются в спирте, смолы Washable в обычной воде. Поддержки удаляются вручную, но будьте осторожны. Вместе с поддержками можно случайно отломать что-то нужное. Также советую использовать перчатки. В ультрафиолетовой камере рекомендую держать модели не более 10-12 секунд. Если передержать, смола напрочь теряет пластичность и становится мега хрупкой. Долгое время печати – это еще один камень в огород данного аппарата. У него есть и более шустрые собратья, но его цена, друзья, с лихвой оправдывает этот недочет. Большие миниатюры типа 90-мм великанов с разрешением 35 микрон печатаются порядка 9 часов, то есть где-то 10 мм за 1 час. При этом за то же время вы одновременно можете напечатать 2-3 большие миньки, плюс всякую мелочь у них под ногами. На выходе имеем сочные, хорошо детализированные миньки. Вот они в сравнении с оригинальными ДНДшными. Например, Kenku, Turtle, Gnoll, Тролль, Драйдер и даже медвесычонок. Последние вполне подходят по размерам, а вот 3D Kenku и Тортлы чуть крупноваты. Но ничто не мешает вам напечатать их в меньшем масштабе. По прочности 3D миньки, конечно, уступают неубиваемому оригиналу, поэтому решайте сами, детализированные, но менее прочные или наоборот. Как я уже говорил, хрупкость зависит не только от качества смолы, но также от времени ее засветки. Я пока еще на пути к оптимальному результату с максимальной детализацией и прочностью. Ну а если вы уже его нашли, напишите, пожалуйста, в комментах все подробности. И добро к вам обязательно вернется. А пока я имею то, что имею, поэтому столкнулся с ценным количеством отломанных деталей, особенно когда поначалу из-за неопытности перебарщивал со временем засветки. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Многие отломанные элементы оружия, недопечатанные конечности, не вовремя вырубленное электричество – все это вдохновило меня поэкспериментировать и заняться так называемым крафтингом. Мне выдалась чудесная возможность вдохнуть в бракованные миньки новую жизнь, а именно прифигачить к ним что-нибудь этакое. Например, отломанный топор, посох и меч у этих гнолов легким движением руки превращаются... Топор, посох и меч превращаются топор, посох и меч в элегантные шорты. Точнее, в новый топор, факел и булаву. Для ремонта 3D-миниатюр советую помимо модельного ножа, кусачек, плоскогубцев и хорошего клея использовать вот такое сверло. Оно у меня фирмы Army Painter. В основном я использую самую мелкую 1-миллиметровую насадку, ну а новые сверла беру в строительном. Для полимерной смолы вещь просто незаменимая. Причем она максимально эффективно работает в связке с той самой проволокой из магазинного хлеба, аккуратно обрезанной по обеим сторонам. Вот только посмотрите, как отлично она фиксируется в 1-миллиметровом отверстии, словно влетая. Вот с ее помощью я и наклепал все эти конверсии, а также довольно прочно соединил миниатюры с базами, даже в случаях с одной маленькой точкой опоры. Я обожаю модели Мануэля именно за офигенную динамичность их поз, но крепить такие модели к базам не так-то и просто. Но в нашем случае вполне возможно. Ну, если запастись хлебом на 2 недели вперед. Ну и напоследок, давайте же сравним наши напечатанные миньки. Для печати я использовал 4 типа смолы. Aqua 4K Ivory и Grey, а также Washable, Grey и Black. У всех этих смол, судя по маркировке, одинаковое минимальное разрешение печати от 3 микрон. При визуальном осмотре миниатюры баз, напечатанных на всех этих смолах, я не нашел особых различий в детализации. В случае с 4К смолой Ivory мне показалась более хрупкой, чем Grey. И брака с ней было намного больше. Ну, возможно, потому что это была моя первая смола, ну и, как говорится, первый блин. Она и по цвету на блин похожа. В случае Washable Small они практически неотличимы ничем, кроме цвета. Правда, первый килограмм черной смолы выдал мне много брака и недопечаток, а второй килограмм этой же смолы печатался безошибочно. Почему? Я банально решил взбалтывать эту смолу подольше. Вывод: обязательно взбалтывайте любую смолу перед каждой заливкой в ванночку, да посильнее. Washable смолы после засветки получаются какие-то глянцевые, что ли. Серая 4К смола, наоборот, имеет более глубокий цвет и матовую фактуру. Чисто внешне это выглядит прикольнее. Еще 4К легче отделяется от поддержек и в процессе отделения меньше ломается. Причем и она сама, и ее поддержки после печати выглядят более твердыми, чем в случае Washable Small. С другой стороны, Washable смолы не требуют отмывки в спирте. И сами они менее вонючие и легче смываются, причем обычной водой. Поэтому для домашней печати я скорее посоветую вам именно их. Ну и подводя окончательный общий итог, особенно выделю следующие моменты. Из минусов, помимо хрупкости, экологичность. И если вы серьезно относитесь к этой теме, владение 3D принтером для вас под большим вопросом. И даже если упустить факт непосредственной работы со смолой, гипотетически вредной для здоровья, не стоит забывать еще и про важность правильной утилизации отходов. Даже на ее таре указано не смывать в канализацию, а отвердить смолу и утилизировать как пластиковый мусор. А это, друзья, дополнительная морока. Поэтому, если планируете печатать дома, то рекомендую Washable смолы при наличии отдельной хорошо проветриваемой комнаты. И обязательное использование ультрафиолетовой камеры для отвердевания остатков смолы. А из плюсов к высокой детализации стоит еще добавить банальное отсутствие швов и стыков, как у большинства ДНД-миник из других источников. И, конечно, цена.
Но честно вам скажу, она максимально оправдана скорее, если ставить 3D-печать на поток, покупая бизнес-лицензию у мастерских, или еще лучше создавать модели самостоятельно и при этом иметь хорошую большую целевую аудиторию. В случае домашней печати для себя и друзей ценник будет более кусачим. Если не верите, можем посчитать на скорую руку. Из килограмма качественной 4К смолы в идеале у меня вышло примерно 40 миник с базами среднего и большого размера. Получается себестоимость в среднем 150 рублей за одну миниатюру. Стоимость одной дизайнерской модели от 100-150 рублей за штуку. Да, это разовый расход, но опять же он максимально оправдан только если печать на потоке. Ну и, как говорится, оптом дешевле. Плюс закладываем стоимость принтера, ультрафиолетовой камеры и всех расходников, так называемая амортизация, возможный брак и так далее. Плюс самое ценное – это ваше время, силы и здоровье. В итоге даже без наценки стоимость малых и средних миник выходит от 150 рублей и больших от 400 рублей за штуку. Примерно за столько их и продают разные хорошие ребята ВКонтакте, ну и плюс наценочка, зарабатывать-то тоже надо. Цены эти условные, расход смолы на пустотелые миньки значительно меньше. Я еще раз отмечу, что речь здесь идет именно о качественном продукте. Но при этом не спорю, что есть и варианты подешевле. Тем более, что данный рынок активно развивается, качество будет только расти, а цена, возможно, падать. Подводя итог, окончательный вывод иметь 3D принтер или не иметь сделать сложно. У кого-то выбор будет упираться в финансы, у кого-то в нехватку свободного времени, а у кого-то в заботу о собственном здоровье и, более того, здоровье своей семьи. Поэтому решать только вам. Я же пока сделал выбор в пользу моего маленького друга. Тем более, что ко мне в гости заглянул новый друг. Побольше, о котором я подробно расскажу в моих следующих роликах. Ну а сейчас давайте же, по доброй традиции, посмотрим на все напечатанные моим малышом миниатюры разом. Спасибо, друзья, что вы снова заглянули ко мне в гости. По статистике, 80% зрителей, посмотревших мои видосы, пробежали мимо, так и не подписавшись на канал. Поэтому давайте вместе это исправлять. Жмите кнопку, пока не забыли. Ну а сейчас пришло время для обещанного сюрприза. Я объявляю первый розыгрыш ДНД миниатюр и запускаю его в своей группе ВКонтакте. Ссылка в описании. Розыгрыш будет проходить совместно с другой хорошей ДНД-группой в гостях у Мантикоры. Ну и приз – 10 замечательных ДНД-миниатюр от 3D-маэстро Мануэля Боря, из которых 3 больших, 7 средних, на ваш выбор, плюс 10 уникальных баз, плюс маленький бонус. Итоги подведем в конце ноября онлайн, и будут объявлены аж 3 победителя. Поэтому скорее ставьте лайки и бегите участвовать в розыгрыше. Ну а пока. До скорых встреч, друзья.